Мальчики и девочки, я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас новый вид расклада. Период новолуния, полнолуния берем. Почему новый вид? Ранее я делала это по зодиакам, но это крайне энергоемко. Если коротко обо всем говорить, да. Во-первых, много разных энергий. Это затратно. И по количеству просмотров я вижу, что не особо это актуально, давайте скажем так. Выбирайте ваш вариант, соответственно, вашей стихии, к которой относится ваш знак зодиака. Будем теперь именно по стихиям просматривать, кому что ожидать на вот эти периоды. Сейчас я буду смотреть период, у нас тоже получилось так, что задержка, вообще вылетела из головы вот эта ситуация. Смотрим новолуние с 13 по 28 марта, то есть растущая луна, когда у нас была. Посмотрим общую тенденцию. Если с вами резонирует, значит смотрите. Не резонирует, возможно, вам действительно стоит перейти на другую стихию. И посмотрим полнолуние с 28 марта по 12 апреля. Чего нам ожидать, к чему нам готовиться. Буду я начинать со стихии воды. Будем глядеть сегодня по очереди все это. Итак, стихия воды. Давайте посмотрим, что у вас там было с 13 по 28 марта. То есть вы для себя уже там календарь гляньте и ваше, не ваше. Стоит ли смотреть то, что вас ожидает дальше. То есть, знаете, здесь есть вот расклады на неделю, да, но у нас вот будет на периоды растущей и убывающей луны. Итак, растущая луна. Что у вас там было? Дьявол. Стихия воды. Ну, вы нормально так начинаете. Вариантов уйма, скажу вам сразу. От треугольников, причем уводили, либо кто мог и привораживать из вас, либо же это манипулятор какой-то человек, либо практик, который бил просто по сердечной чакре. Либо просто мужик-манипулятор, который вас в треугольники затащил, и вы просто, не можете отказаться от этого человека, да, давайте так скажем. И даже не знаю, какой вариант здесь лучше рассматривать. Так, мне будет более удобно вот здесь. Но сейчас будем уточнять. Сейчас будем уточнять. Девочки, мне больше попахивает любятиной по стихии воды. Больше все-таки любятиной. Да, двойка кубков на дне и колесница. И колесница у нас движется в семерку мечей. Здесь хитрость, обманы, манипуляции. Король пентаклевый. Он там, уж смотрите сами, муж ли он официальный, либо вы просто проживаете, либо вы просто, как говорится,
находитесь в сексуальных отношениях, но сути это не меняет. Здесь у вас идет разочарование, потому что этот король Пентаклей, он не проходит те трансформации, которые бы вы хотели, чтобы он прошел. Да, возможно, там перевести вас в статус жены. У вас мечты по поводу этого человека, понимаете, чувства есть, но мечты, вы проломить пространство как будто пытаетесь. То есть, допустим, не получается так, как вам хочется, а вы говорите, нет, я все равно буду пробовать, пробовать и пробовать. Есть вариант того, что кто-то по этой позиции решил, то есть сам является и практиком, и магом, может быть такое. Если нет, значит хотите или подумываете у кого-то заказать. Не знаю я там, что вы надумали делать, вызовы, привороты или что-то в этой области. Но как-то вы планируете воздействовать на этого человека. Может, вы еще не знаете, как именно, но планы есть. Смотрите, здесь может быть слежка, причем с вашей стороны. Слежка за этим персонажем. Вы как-то пытаетесь провоцировать ссору, привлечь к себе тем самым внимание. То есть это то, что было в новолуние, ребят. Как-то, знаете, чего-то не договариваете. Ну, четко вы знаете, что человек вас в треугольниках держит. У вас по нижним чакрам очень большая привязка к нему. Вы считаете, что это ваша вторая половина. И вы отказываться от этого человека не желаете. Хотите быстрых изменений качества отношений с ним. И пробуете, знаете, и пробовали точнее. Знаете, и хитростью, и обманом, и манипуляцией, и по-хорошему, и по-плохому. Это те, у кого любятина. Ну, что показывает, о том я и говорю, да? К нам на арену выходит скипетр. Без него сегодня никак. Если это не любятина, девочки, смотрим конкретное влияние. Влияния на вас были. Опять же таки, король Пентаклевый при статусе, при должности практик однозначно. Возможно, на расстоянии от вас находится. По дьяволу, сами понимаете, что тут может быть разное делано на вас, причем ну, оно как-то быстро в ваше пространство пришло. Но человек, знаете, пробует все подряд, а вдруг сработает. Основная цель воздействия на сердечную чакру, на то, чтобы вы в пятерке кубков находились. Здесь вопросы именно отношений. Почему? Потому что здесь могут быть, вот видите, на дне двойка кубков, да, и там я доставала семерка мечей у нас где-то была. Чтобы в вашем пространстве были люди, которые вас бы обманывали, предавали, сделки не получались. Да, чтобы все срывалось, чтобы все ваши начинания, особенно если вы чему-то обучаетесь, сошли на нет. То есть сердечную чакру вообще деребанят по полной программе. И там способов воздействия на нее, понимаете, уйма и такая приличная. Подселенцы есть. Работа через кладбище была. Чтобы вы в апатии находились. Действовать не хотели, не могли, не получалось. Кто-то, возможно, даже мог из вас захандрить. Не именно заболеть, а захандрить. Хотят, чтобы вы в разочарованиях сидели.
По бизнесу я вам хочу сказать так, что есть какой-то руководитель, который, ну, и манипулятор, и тоже может быть, допустим, любитель погулять. Короче, знаете, гедонизмом живет. Тоже как-то зарубает ваши начинания. Вы вроде как хотите чего-то достичь, да, а он, ну, обламывает все на корню вот так вот. Это то, что у вас было. Теперь давайте смотреть, чего вам ожидать. Апатия ваша закончится, не переживайте. Кто делал чистки на полнолуние, на 28-е, то есть подснимите с себя это все. Давайте, что вам ожидать на период убывающей луны с 28 марта по 12 апреля. Что у вас там? Сбалансируйте себя. Перестанете стоять на выборе, уйдете от тех людей, которые вас заставляют этот выбор совершать, от тех ситуаций. То есть, допустим, долго что-то вынашивали, да, с кем-то в сотрудничестве, понимаете, что уперлись, вы разворачиваетесь, уходите. В отношениях то же самое. Вы уходите от этого всего. В работе, может даже смена работы, вы здесь отталкиваться будете от того, что вы хотите находиться в балансе. Ну, и опять же таки, король кубковый, да, у нас еще и иерофант. Отлично просто. Вы закрываетесь от какого-то человека, понимаете? Здесь как практик может быть, так ваш любимый какой-то партнер, который ставит вас в двойственные позиции, да, в 8 мечей вас сгоняет, вы постоянно, вот понимаете, 8 на 8 идет, как бег по кругу, по своеобразному кругу, как закольцовано. Ничего, вот как бы вы ни пытались, с какой бы стороны ни получилось к вам, не хотели бы вы найти подход к человеку, не получается это сделать. И вы, возможно, даже не понимаете, ну, какого происходит, да, ну, почему же нельзя пойти на компромисс, на уступки, почему, если это было бы, ну, допустим, вот это и это в данной ситуации, да, в определенной вашей, было бы логично, человек тупо отказывается. Кто хотел с ним брака? 8 мечей по поводу того, что брака, скорее всего, не будет. Новостей ждите новых. Возможно, этот человек, вы отстранились, но он придет с теми же намерениями к вам, чтобы вы находились в двойственности. Не могли выбрать, знаете, как на распутье, какой дорогой вам пойти. Человек может быть практиком. Если кто практик, на вас в смысле воздействия, да, у кого не любятина, здесь вы уходите от этого всего. Уходите в новые предложения. Смотрите, девочки, давайте я попробую обобщенно, но как получится. Стихия воды, хоть убейте, попахивает, больше любятина идет. Понимаете? В общем, если все-таки это она... Здесь вы будете идти за своими желаниями. Вы как бы, может, еще будете находиться в некотором ожидании предложений от этого короля. Предложение брака, предложение изменить ваш сюжет отношений, да. Может быть, некоторые из вас провели воздействие на этого человека и сейчас будете на период полнолуния ожидать от него действий и глядеть, а сработало ли. И такое может быть. Кто-то просто в ожидании этого мужчины сидит и ждет.
что ваши желания сбудутся. Но вы что-то предприняли, скорее всего, в полнолуние. Возможно, на Астару. На полнолуние, на Астару, на деньги что-то делали, да. На полнолуние вы что-то, если кто делал, ждете результатов ваших воздействий, девуля. Для тех, кто в магической войне находится. Здесь вы выходите из-под контроля вот этого персонажа, идете в свое, по проектам ожидаете новых предложений. То есть вы выходите из-под негативной программы. Для вас, Астара, полнолуние. Для вас в Астару, я смотрю, вы больше как-то по защитам поработали. Причем, знаете, так жестко, конкретно и четко. На полнолуние вы что-то начали проектировать. Что-то, короче, начали из того, что приведет вас к успеху. Рабочие моменты, уход со старой работы, должности, поиск новой, ожидание предложений. Смотрим еще, что у вас тут на полнолуние, чего вам ожидать. Но здесь вам как будто истины открываются, слушайте. Ну, любятина, не знаю, все остальное, больше вот процент любятины отдает. Здесь люди узнают какие-то истины для себя. Да, будет неприятно, будет очень неприятно, но это лишь для того, чтобы вы взяли власть над своей жизнью и судьбой в свои руки. На Таро веретника тоже хочу добавки. Хочу добавки. Ну, либо вы здесь практик, не либо, а вы здесь практик. Вы здесь кому-то обраты отправляли. Любятина постольку поскольку, но она как-то перевешивает. Я не знаю, кто будет смотреть. Может, это ситуация из вашего прошлого, а в нынешнем моменте, может, ваш бывший и есть ваш недоброжелатель. Понимаете? Тоже практик. Но вы здесь практик, вы ожидаете плодов. Вы обраты, видать, отправляли. Чистку с обратом или что-то такое, да. Вы ожидаете расплаты вашим недоброжелателям. Мой вам совет: не тратьте время на эти ожидания. Идите дальше вперед по своему пути предназначения. Здесь работа на погосте для того, чтобы разочаровался вот этот король. Колдовство. Приговор. На этого человека либо переклад делался, либо же чтобы его окружали люди, которые завалят его своими проблемами. И тут, ребят, ну я вам хочу сказать так, знаете, вот мне, хоть убейте, проходит девушка, практик, которая не получила того, чего хотела, и понеслась, понимаете? Вместо того, чтобы, ну, пройти урок, два варианта. Либо же воздействие на человека, да, либо же по справедливости ему обратно отправлен. Те, кто практики, то есть если вы с кем-то там воюете, здесь, да, вы отправили. Причем работа через подселенцев была у вас. Вы ждете результата приговора, вы ожидаете новостей. Вот что я хочу сказать.
Договора заключены с определенными силами. Чтобы ваши враги потерпели фиаско для новой вашей жизни. Вы слишком долго кому-то позволяли ехать на вашей шее, оказались в стесненных обстоятельствах, и там ваш финансовый канал тоже слетел, хотите вернуть это все. Смотрите, любятина, все, что я сказала, кто в магической войне находится, значит, там стягивание ваших ресурсов, вашей силы, ваших возможностей. И вы долго не могли, возможно, подобрать ключи к этой ситуации, да, как снять с себя вот эти все программы, которые на вас накидывали. По рабочим моментам здесь явно кого-то облапошили на деньги. Вот прям конкретно не додали. Выгрызать приходится. Вы приняли решение работать на погосте. Вы выставляли себе защиты. Предки, духи вашего рода на вашей стороне дают вам новые силы, новые знания, новые возможности. Девочки, здесь все-таки больше... Вот Таро Веретника показывает тех, кто находится в магической войнухе, да. Ну а по всем остальным колодам я хочу сказать, что в принципе все варианты я озвучила вам, да. Что там может быть примерно, и там уже подстраивайте под себя, у кого что проиграется. Тоже идет несколько потоков, и все очень забавно. Хочется одну фразу сказать. Каждый дро чит как хочет. Понимаете? Но здесь люди практики. Это однозначно по стихии воды. И борьба есть, и сопротивление, и непринятие определенного урока, если это в любятине. А может быть и было принятие, но вы высекли. Вот знаете, как хотели видеть в человеке, видели точнее одно, а он оказался абсолютно не пойми чем. Может, он вообще там стягивал ваши ресурсы, тупо играя на ваших чувствах, да. То есть, типа альфонсы, если на бытовом уровне, если кто практик, там еще есть. Тут у вас очистка. Вы здесь прям, опять король выпадает. Прям вот кто-то... по любятине разорвал отношения, либо разорвет, понимаете? Тут привязки по нижним чакрам с этим человеком. О! Ой, у вас еще там будет, ой-ой-ой, как интересно все. Но здесь, знаете, на что урок пройден? Вы научились ценить свои ресурсы. Вот это вот точно. Кто-то проходит урок, не может пройти, да, я уже озвучила, кто пытается воздействовать на этого персонажа. Кто по праву воздействовал, кто обраты отправлял. Ну, в общем, ребят, отпишитесь мне, как у вас там это все отыгралось. Я перехожу к стихии Земли. Итак, стихия Земли. Давайте-ка поглядим, что у вас там было в новолуние на растущую луну с 13 по 28 марта. Как у вас обстояли дела?
Ну, чтобы вы понимали, ваши, не ваши. Пятерка пентаклей, понятно. Прокачка финансового канала, пересматриваете ваши взгляды на определенные вещи, либо простройка нового бизнеса, новых дел. Но есть еще некие иллюзии у вас были. Ой, здесь у вас, смотрите, неплохо так по вашему самолюбию шарахнуло, да, но вы выходите из этой ситуации. Здесь как будто немножечко переоценили себя. Давайте вот так я тактично скажу. Вот реально переоценили себя. У вас планы, их простраивание, вот что-то где-то вы поняли, что не все делается быстро так, как вам хочется. Потому что здесь реальная переоценка внутренних ценностей, внутренних взглядов, как на достаток, так на свой статус, на свои действия, на свои планы, на свое положение в обществе. Здесь прям, знаете, как влияния были, ребят, были влияния на вас, но вы из этого вышли. Здесь больше по рабочим моментам у вас идет в коллективе ругань. Вот что-то там, где стабильность вы простраивали, вот ругань идет. Конкуренция, какая-то борьба. Но знаете, как борьба? Это не тогда, когда друг другу рожи бьют, а когда, знаете, так тактично ведут кулуарные сплетни. Кто кого больше подстебнет, где-то подставит, где-то подковырнет. Вот что-то в этом роде. Всегда шаткое положение. Не знаешь, кому доверять, кому стоит, кому можно, а кому явно не надо. Оставлю я эти карты, пусть они тут и будут. Здесь иллюзии по поводу того, что я все могу, я все сумею. Либо расчет был на какого-то активного персонажа, на мужчину. Возможно, этот мужчина выше вас по статусу. Вы до полнолуния только-только начали вот все это прорабатывать в себе и очищаться. Но стихия Земля больше на материальное и заточена. Так, те, кто в магических войнах находятся. Переоцените, пожалуйста, ваши возможности. Вы только в начале одного из тех отрезков пути, которые вам нужно пройти, а вы уже рисуете себе картины того, какие у вас откроются возможности, каков у вас потенциал. Знаете, здесь игра в избранность начинается. Кто чисто по материальщине, у вас та же ситуация. И по тем, кто только-только там начинает движение как-то в развитии, да, здесь только начались чистки у вас, как бы. Здесь, мне хочется сказать, сбили спесь вам определенными уроками по жизни, и вы начали переосмысливать много чего.
Вы, кстати, находились в стесненных обстоятельствах, либо находились в бездуховности и вышли из этого, либо было безденежье, вам подфартило, и вы, опа, быстро настроили себе планово, как у меня все будет замечательно. Вот это затмение, оно от вас уходит. Уходило, короче говоря, прорабатывали себя. Так, теперь по полнолунию с 28 марта по 12 апреля. Смотрим, какие у вас тут на этот период ситуации. Да и разбитое сердце. По чувственности вас ударят. По любятине король кубковый, загоняющий вас в треугольники, хитрости, обман, манипуляции. Человек, который хочет, чтобы вы к нему стремились сами. Вот здесь уже реально попахивает любятиной. Причем человек из прошлого, и ситуация долго у вас не может с ним решиться. Кто практики? Что вас ожидает? Люди из прошлого, скорее всего, женщина. Возможно, вы одной кровью связаны. Свекровь, там, тетя, сестра мужа, ваша сестра, ваши родственники. Не суть важно. Казалось бы, на время было отступление с этим человеком, но он теперь возвращается к вам, дабы у вас что-то украсть и разбить вам сердце. Короче говоря, по сердечной чакре будут бить, по вашей эмоциональной сфере будут бить. Сразу попробуют вас продавить на доброту, ласку, знаете, как-то хорошо, дабы наладить с вами отношения, но основополагающая тематика всех их действий, вот этой бабенции, здесь крадники на вас. Знаете, на что крадники? На вашу энергию. Может, им нужна энергия для того, чтобы свое здоровье привести в порядок, да, либо что-то начать. А им не хватает энергии, не хватает идеи, не хватает мыслей. Знаете, или как пришла за советом, и получила его бесплатно. Грубо говоря, здесь смотрите, кому что вы доверяете и кому что советуете. Не раздавайте свои советы просто так, понимаете? Здесь вы как будто возвращаетесь мыслями в прошлое, и проработка ситуации с прошлого. Для практиков, у кого уже все это состоялось, здесь вы снимете с себя вот эти крадники, коперы, стяги. И сбалансируете себя. Но будьте бдительны. Вот бабенция какая-то может в ваше пространство, знаете, так подлезть. Для кого-то это мужчина, как я уже озвучила. Кого любятина. Тут мужчина ваше пространство хочет, причем по жезлам. Но не верьте вообще из того, что он говорит. Хорошо, если там 3% из 100 будет правда. Ну, смотрите, карта приворота, ребята. Эмоции на чувства вас будут выкидывать. Причем здесь приворот на кладбище могут делать на это полнолуние, стихия земли. Ахтунг. Если кто чисто на бытовом, и вы знаете, что ваш партнер, ну, далек от этого, да, здесь очень большие манипуляции, чтобы быстро вас склонить к сексу. Как пример элементарный, да, склонить вас к положительному настрою вот по отношению к этому персонажу или к этому. Тут женщина и мужчина. Для кого как проиграется, ребят, смотрите уже вы сами.
Так, можете схлопотать от высших сил по высшему суду. Прям, ну, по голове получите, если начнете помогать не тому, кому надо. Понятно? Фильтруйте окружение, особенно те люди, которые вам не додают столько, сколько вы в них вкладываете. Деньги, энергии, время, внимание, любовь, счастье и все остальное. Вам через сны могут показать, либо другими методами, с помощью ясновидения, покажут этого человека и укажут на него, что именно он хочет вас предать, поставить вас на распутье. С помощью кладбища, ребята. Здесь человек хочет, чтобы ваш статус понизился, духовный, материальный, физический, любыми методами снять с вас то, что есть у вас. Здоровье, деньги, энергия, да что угодно. Здесь, чтобы ваша духовность сошла на нет. И прям ждет от вас, падла, известий, когда его ритуалика сработает. Будет ждать. Смотрите, у кого что, рабочие моменты, либо любятина, либо еще что-то. Возможно, вы уже допустили в свое пространство не того персонажа, понимаете? Тут у вас провал по денежному каналу пойдет, если будете решать чужие проблемы, ребят. По рабочим моментам здесь крадники, но, знаете, основополагающее будут рассказывать, какие... Тоже люди из прошлого могут ворваться в пространство. Либо же люди, которые будут из себя, знаете, корчить таких а-ля лучших друзей и искренних. Вот, понимаете, там очень быстро хотят вас в четверку пентаклей загнать. Понимаете? Стянуть с вас ваши ресурсы, короче говоря, с помощью любятины, либо с помощью крадников. Тут, в принципе, я уже озвучила, думаю, все возможные варианты из тех, которые тут, ну, явно мне были видны. Так что будьте бдительны, аккуратны. И лучше, ну... Не вешайте на себя то, что вам приносит недовольство. Никто нас не заставляет выходить замуж и жениться не на тех людях, да? Никто нас не заставляет носить неудобную обувь. Ребята, отталкивайтесь от вот этой фразы. Если вы кому-то позволяете сидеть на вашей шее, отталкиваясь от того, что, ну, это материально для вас выгодно, окей, будьте готовы к тому, что с вас стянут. Возможно, вы не получите то, на что рассчитывали. Или же, если получите, то придется, ну вот, пожертвовать, да, энергией, пожертвовать каким-то ресурсом или сидеть и знать, что, да, при сотрудничестве с этим человеком мне, допустим, светит определенное денежное вознаграждение, но при этом он потянет из меня энергетику. Или при этом он украдет у меня из жизни, допустим, мои возможности какие-то более счастливые, о которых вы еще не подозреваете на нынешнее время. Цепляетесь за выгоду здесь и сейчас. Ну, короче говоря, вот как-то так, ребята, по стихии Земли. Опять же таки, получается, что в одной стихии у нас теперь 3 знака зодиака, да, и вот как-то вот для каждого, видимо, вот разные потоки идут. Так, 8 мечей на дне, стихия Земля, здесь вы сами себя просто... Кстати, еще здесь знаете, что может быть параллельно? Самосглаз, самопорча, ребят, вы просто себя поедом жрете. Стихия воздуха у нас выходит на арену. Повышение вибраций.
Сейчас посмотрим, каких именно. О, как. Ладно. Ой, стихия воздуха, это ж я забыла, это ж у нас весы. Бля, волшебные люди, волшебнейшие люди, которые у меня проходили по знакам зодиака. Угу. В жертвах тут сидят. Это ж они сюда же относятся. Ну, сейчас посмотрим, как прострелит. Что для нормальных, что не для не совсем адекватных людей, да, нам покажет. И что тут у нас? По работе кто-то предложений ожидает из вас новых. Итак, что у вас там было на новолуние? 13-28 марта. Двойственность, что-то выбирали, от чего-то отказывались. Смена работы, переход на новую должность, новые начинания, новые проекты. От бездействия стали переходить к действиям, к новым знакомствам, к новым возможностям, хотела бы я сказать. Но здесь, ребята, ах ты ж мать твою ты! О, ну да ладно. Оставлю это так. Так, девочки, мальчики. Ну, кто-то собирается вернуться к своему партнеру, возможно, которого долго не выбирал. Ситуация была подвисшая, либо там были треугольники. Здесь человек решает завершить вот эту топтанку. И когда попка на двух стульях, да, либо расставить точки, либо... Но здесь человек делает конкретный какой-то выбор. И от бездействия переходит к каким-то действиям. Здесь больше касается, конечно, любятины. Но не совсем. Тоже, опять же таки, не совсем. Для кого-то любятина. Причем здесь, смотрите, по деструктивным энергиям и личностям. Кто-то сидел, ждал. Треугольники здесь однозначно есть, могу сказать сразу. Здесь человека... Ой, как это все, блин, долго объяснять-то, как бы сократить. Короче говоря, у человека все было. Он ушел в новое, когда-то. Теперь он осознал, что это новое вообще не то, что ему надо. Пытался, возможно, вернуться к предыдущим отношениям, его отшили. Ситуация зависла, отношения не развиваются. Он сидел, думал, авось и тут будет хорошо, прикольно, а не тут-то было. И вот начинает он движение в сторону каких-то отношений, но... Черная магия, чернокнижие. Тоже деревенская магия. Здесь приворот. Собирается человек делать. Привязки, вызовы и тому подобное. Если по рабочим моментам, чисто бизнес берем, как я уже озвучила, уходим от старого в новое. Возможно, человек посидел без работы, в безденежье, да, что-то обдумывал. Начал простраивать новые связи, отношения, сотрудничество. Но скотина все равно деньги через хитрость, обман, манипуляции. Через ложь, возможно, с помощью магии привлекал к себе статусность. Так, для нормальных людей, для нормальных, да, которые не вот то, что я сказала.
То же самое. Выбирали, завершили какой-то процесс, пошли в новое, посидели, подумали, простроили планы, двинулись на новое сотрудничество, покорять новые горизонты, новое пространство, новые люди. Но здесь сотрудничество с родом через кладбище, с темными из рода, с темными охранцами, с темными силами. То, что было. Стихия воздуха. Теперь смотрим полнолуние. 28 марта, 12 апреля. Чего у нас там? Ну вот, пожалуйста, новое начинание. Идете к своему солнцу, входите в свою силу. Фантазии какие-то будут по поводу того, что свершится правосудие. Особенно для тех, кто вас заставил вас страдать. Давайте я вот так скажу. Это я сейчас для нормальных говорю людей. Кто вам по сердечной чакре долбил, я просто не могу тут. Весы всем все перетянули, видимо, на себя. Здесь у вас просыпается забота, ребят, для тех, кто не занимается деструктивом, да. Вы входите в свою новую силу, связь с родом, фантазии еще определенные у вас присутствуют, кое-где иллюзии. Возможно, вы не можете выбрать элементарно, как какой ритуал провести, да, где-то, ну, вот прям выбор, короче говоря, у вас. Или чем заняться, там, рунами, таро, я не знаю, там, быть хиромантом, к примеру, либо медиумом. Ну вот что-то из этой области. Но здесь прямо у вас перспективы по поводу отношений с вашим родом. У вас планы на то, что они помогут вам восстановить справедливость. Вот это точно. Для деструктивных здесь будет движение. Там человек очень эгоистичный, будет силой своей продавливать пространство. Ему кажется, что он восстанавливает справедливость, и королева кубков, возможно, это бывшая пассия, бывший партнер. Ну вот должен с ним сотрудничать, причем этот человек находится на расстоянии. Этот человек, и причем воздействие здесь дьявол, король мечей, ребятки. Если кто надумал делать на своего бывшего партнера, я вам сочувствую заранее. Человек-практик, человек под опекой высших сил, человека сила, ну, во много раз больше, нежели ваша. И там и защита рода, и защита Всевышнего даже идет. Ну, то есть, ну, хотите в мясорубку, милости прошу, как говорится, вас там встретят определенные силы. Вот эти и встретят. Здесь человек жаждет власти. Для нормальных. Защитники темные к вам выходят. Для деструктивных личностей здесь жажда власти, прогнуть пространство кого-то. Но здесь выпадает, как мужчина хочет вот завоевать внимание королевы Кубковой. Хочет, чтобы женщина к нему эмоциональнее, более открыта была, и чтобы даже как-то она сама начала к нему двигаться, понимаете, чтобы он даже усилий не прикладывал. Типа, помоги, чел, заплатил, и все решилось. Мечтает очень об этой женщине персонаж.
Иллюзий очень много у человека, если не сказать, что скоро, ну, крыша попрощается напрочь с персоной. Если по рабочим моментам, то я вам хочу сказать, не все так, как вам рассказано будет, получится, но определенные перспективы вы получите. Вы добьетесь того, чего вы желаете в сотрудничестве, но лишь часть из того, о чем вы, ну, чего вы хотите. Короче говоря, это как бы начало, понимаете? Там еще дальнейшее продвижение у вас будет. Но будьте аккуратны, слишком не отдавайтесь делу своему, не впадайте в вот эти крайности, да? Но здесь вам предложение какое-то, причем по справедливости, в новом сотрудничестве. Возможно, выбирали между несколькими работами. Но, скажем так, начало хорошее. О чем здесь еще говорить? Так, девочки, кто находится в магической войне, кто отстаивает себя? При работе на погосте могут возникнуть некоторые моменты. Это специально сделано для вас так, чтобы вы не могли двигаться дальше. Если где-то соврете при работе на местах силы, им или самому себе, будет откат вам. Особенно, кто надумал простраивать себе защиты, понятно? Будьте бдительны, осторожны. На кого-то это наведено, кто-то здесь просто может чуть-чуть облажаться, да? Кто находится в войне, кстати? Ребят, я уже сказала, связь с родом, выход на новый уровень. Это да, но здесь еще снятие мороков у вас идет. И новое сотрудничество, как с силами, так и с новыми людьми, может быть, в вашем пространстве. Но вот кто надумал, смотрите, будьте осторожны с заключением договоров. Так, а почему я не могу понять? Вот так хочу. Падла. Значит так, конфликт с определенными силами при работе на местах силы. При построении вашей защиты могут быть моменты конфликтные. Почему? Потому что свечами не одна группа лиц по вам работает. Люди из прошлого, может быть, несколько человек, либо кому-то обращаются, либо прям ковеном против вас пашут. Хотят вас закрыть, хотят вас посадить в депрессуху, понимаете? Не хотят, чтобы вы поставили себе защиту. А защиту здесь вы поставить можете колоссальную. Почему? А потому что, опа, помните, я вам говорила, кто к вам должен выйти из темных, будут этому мешать. Готовьтесь. Для деструктивных персонажей, для деструктивных, я вам что хочу сказать. Хотите себе поставить защиты, но у вас здесь не получается, потому что места силы прекрасно видят вашу гордыню, ваше эго. И
здесь обнуляются программы, то есть то, что вы делали ранее, короче говоря, возвращается к вам, вот и все. Там люди вошли в свою силу, вот вы обижали одного, пятого, 15-го. Откуда вы знаете? Вот может из 15 14 человек вошли в свою силу к данному моменту жизни своей, да, вот на этот период, и начали делать чистки. 14 из 15 вам отправляют обратно. Думаете, вытянете? Ну, я как бы желаю вам удачи и натхнения. Насколько вас хватит, я даже не знаю. Проклятие, карта перевернулась. Проклятие, там такие люди себе нахватают на голову однозначно. Поэтому, понимаете, вот правильная поговорка есть. Ты когда поднимаешься по лестнице вверх, да, по своей жизни, не забывай о тех, кого ты встретил на своем пути. Ты понятия не имеешь, кем этот человек может стать в определенный период жизни. Поэтому дело тонкое. Итак, предупреждение, или что там ждет? Так, снятие крадников у кого пройдет хорошо, причем с братами. Те, кто деструктивщики, я могу вам сказать, ребят, что из-за своей жадности, желания получить, хапнуть удачу. Что вы там делаете на кладбище? Мне посрать. Здесь вы на себя проклятие одеваете. Подселенцы к вам в гости придут за ваши решения. По чувствам вас ударят. Вам по высшему суду отправят все то, что вы там наколдовывали, к чему стремились. Вот где хотели продавить пространство и прожать волю других людей, это все вам на голову разочарованиями, сердечная чакра просто в пух и прах. Будете, мальчик это, не мальчик, девочка, ныть будете, как маленькие детки. Настолько вам будет больно и досадно от того, что происходит. Для адекватных людей, которые защищают себя, как я уже сказала, крадники снимете, подселение, то есть, ну смотрите, темные, давайте так скажем, темные, возвращаюсь, ребята, вы на сотрудничество выходите с ними. Они вам помогут, вы принимаете это решение для себя, хотя было нелегко. И по высшему суду вот эти все ваши разочарования от прошлых ситуаций, от нынешних, все, кто заставлял вас переживать, страдать, да, они получат разочарование. Но для вас я хочу еще кое-что уточнить. Те, кто на вас делал, люб что, но тут денег касается, хотя не только денег, удачи, понимаете, во всем. Они на себя подселенцев, вот я прям вижу, как одна сущь, прям, знаете, на 4-ю чакру к ним подцепляется, и так, знаете, вот, ну, цепка, вот прям цепка берет, сзади причем, через спину пробой, на 4-ю чакру, и так, хоп, и все. И схлопнулась. Щупальца, знаете, такие схлопываются. Так. Девочки, кто из адекватных и мальчики, здесь высший суд вам будет помогать оборвать каналы связи с вот этими деструктивными личностями, да, и кто в стесненных обстоятельствах, это потому что на вас нападки были, там приговор ваши недоброжелатели получили, и к вам ваши блага начнут возвращаться, денежка пойдет вверх.
Ну, то есть денежка начнет прибывать. А вот для деструктивщиков я вам хочу сказать, что человек тут не может покаяться, бегает, выпрашивает себе блага у определенных сил. Его уже много чего лишили. И, ну, говорят, ты подумай, короче, дружище, а он нет, я не хочу думать, я хочу все и сразу, денег мне побольше. То есть у него пробой по финканалу идет, он бежит на погост тот же, да, требует помощи от определенных сил, но в ответ получает только то, что на него ополчатся все остальные люди, которые его окружают, потому что это ему приговор за все то, что он ранее совершал. Так что вот такой вот у нас стихий воздух получился. Вот. Разноплановая, конечно, энергия, то есть и расклад получается такой, знаете, длинный, но все-таки более как-то емко, да, нежели по... Хотя, знаете, как я хочу сказать, нежели чем по зодиаку, да, я делала для каждого знака зодиака. Хотя, вот сколько мне людей отписывалось, особенно в личку, я хочу сказать так. Те, у кого нормально все с интуицией, кто не сидит ни в каких оморочках, вы прекрасно выхватываете и ту информацию, которая вам нужна, и фильтруете ее, понимаете, что вам надо принять, а что вас не касается уже, или вы прослушиваете, понимаете, да, я это проходил, да, может вот тут еще там надо подделать кое-что. То есть, ну, нормальные люди всегда найдут для себя информацию. А те, кто хотят, чтобы все на блюдечке с золотой тарелочкой разжевали и в ротик положили, ну, ребят, такое отношение как бы к самим себе в первую очередь глупо, если честно. Поэтому, ну, здесь, конечно, да, расклад получился такой емкий, многошерстный. Вот. Отпишитесь мне, пожалуйста, у кого, как, что проигрывается, проигрывается ли, и вообще, что здесь у меня за инфопотоки, которые друг друга даже периодически перебивают. Стихия огня у нас в гостях. Здесь что-то новое. Люди, здесь люди занимаются любимыми делами, творят и вытворяют, да? Девочки, немножечко отвлекусь, и мальчики. Свеча при раскладе на стихию воздуха, да? Еще и вылилась, падла такая, и засрала мне коврик. Все непросто, да? Смотрим. Тут кто-то очистку хорошую прошел. Трансформация. Здесь, знаете, здесь не сколько чистка даже. Чистка, само собой разумеющаяся, но больше трансформации вы какие-то перешагнули. Итак, новолуние 13-28 марта. Что у вас там? По стихии огня. Был какой-то застой, особенно так вызван прошлыми воспоминаниями, отношениями, ситуациями, дружбой, еще что-то. Перекрывали связь с высшими силами вам. Перекрывали связь с высшими силами. Король жезловый, какой-то по жезлам к вам, к вашему достатку, к вашему дому, к вашей семье хотел приблизиться. Скорее всего, так. Хотели вас по нижним чакрам привязать. Причем, знаете как? Это по-любому бывшие партнеры, с которыми вы состояли в браке, есть общие дети. Даже могут быть. У кого нет, значит нет.
Даже кот у меня заорал, пришлось его закрыть. С бывшими однозначно хочет ваших чувств, хочет ваших эмоций, чтобы вы вернулись в прошлое. Какая-то была остановка, стагнация, затишье. Либо пытались вас в это ввести, но в основном хотели перекрыть связь с родовой системой, с интуицией, с вашими возможностями, с вашими способностями. Хотели, чтобы вы быстро начали двигаться. И знаете как? Хотели, чтобы вы скучали, переживали. Возможно, у вас это и у кого-то проиграется, что уже есть. Да? Ну, как бы было, вот. И на вас сработало. Я сейчас посмотрю для двух типов людей, сработало ли. И знаете, хотят вы для них... Как бы вам так правильно сказать? Сказать, что вы им деньги приносите, вот этому персонажу вашему жезловому, это ничего не сказать. Нет. Вы жена, тут иерофант, а здесь императрица, понимаете? Это однозначно прошлые отношения. Вы человеку несете силу, знания, эмоции, чувства. Он, короче, вас вампирит по всем фронтам. Только вы рядом с этим человеком. Или как-то он имеет возможность к вам подключиться. А здесь подключки были, кстати. На сердечную чакру были однозначно. На нижние центры были. На 6-ю, 7-ю были. Здесь практически, я вам хочу сказать, по всем чакрам были привязки. По всем чакрам работали. Потому что вы здесь для этого человека просто колоссальный, неисчерпаемый источник всего. Понимаете? Всего. Вы рядом, у него идет все в плюс, а у вас жизнь в тартар летит. Человек-вампир, человек сам под сущами. Это любятина. Если кто в магической войне не по любятине, здесь практик темный причем. Просто скачка ваших ресурсов, подключка к вашим всем центрам, как я уже сказала. Но, так, для двух типов людей, пока я не забыла, да? Мешать не буду, не хочу. Те, на ком это сработало. У вас в доме что-то могло поломаться, произойти, если вы уже в семье находитесь, а это из прошлого лезет по любятине. Сейчас смотрим, девочки и мальчики. Могли отношения нарушиться. На кого это не сработало? Для тех, кто на более высоких вибрациях, у вас здесь... Здесь люди ушли в счастье просто-напросто. Это все снято, даже не дошло до вас. И у вас там свои трансформации с определенными силами. И с темными, и со светлыми идут. По работе, девочки, мальчики, я даже не знаю, как здесь трактовать рабочие моменты. Вообще не идет мне. Возможно, да, была стагнация, вот в своих проработках вы были. Возможно, вы начинаете что-то новое, но пока еще воспоминания, боль, либо, вот эти проработки внутренние, они оттягивают. Планы есть, хотите что-то быстро, да, поменять, изменить, сделать, завершить, начать. Причем хотите, вот знаете как, вот я поняла, проекты есть, идеи есть, но вас как будто время, пространство, люди, обстоятельства не дают вам времени, не допускают вас к тому, чтобы вы осуществили это все. Вот что здесь было.
Кто на местах силы работал? Хорошо поработали. Здесь все вот это, что я сказала, просто до вас не дошло, вы сняли это. Даже вы не сняли, нет, здесь вас от этого оградили и защитили. И я вам хочу сказать, что вы сердечную чакру свою почистили. Вы как будто захлопнули кармическую родовую какую-то задачу с любятиной, с треугольниками, с недомужиками, с недоженщинами, да. Даже там бабы можно их назвать, такого качества, когда люди. Ну вот как-то так у вас было. Тут еще много чего можно говорить, но основное я вам открыла. Итак, теперь полнолуние у нас. А полнолуние это опять стихия огня, колесница. Все колесница у вас вылетает. Куда-то вы ломитесь, куда-то вы прям едете. Возможно, поездки у вас были или будут. А может и были и будут. Возможно, это личностная трансформация. Повышение своих вибраций. Да, ну, в общем, много чего это может быть. Так, полнолуние, 28 марта, ну ты посмотри. Крадники снялись, там вас на выбор хотели поставить, а вы не поставились. Здесь все зачистилось у вас. В безденежье хотели посадить, но ваш финканал сдернуть хотели. Итак, полнолуние, 28 марта, убывающая луна. По 12 апреля. Поехали. Что у вас здесь? Ох, мать знаю. Ну вот я сейчас карты, да, только выкладываю. У меня как минимум 5 потоков информации идет. Это трэш, ребята, это трэш просто. Я даже не знаю, как я для всех зодиаков на год это все запишу. У меня поменялись потоки, и информация теперь идет с большей скоростью. Затруднения финансового плана могут быть, девочки, мальчики. Но все наладится, не переживайте, там высшие силы вам кое-что финансовые приостанавливают для того, чтобы дать вам кое-что взамен, короче говоря. Итак, понеслось. Магический аспект. Как минимум 2 охранца. 2 охранца серьезных с мира мертвых на вашей... в вашем пространстве стоит. Мороки с вас снимутся. Вы больше радоваться жизни начнете. И у вас идет проекция новых планов, идей и вещей, энергий на ментале. Здесь вы обучаетесь. Новая информация от рода, как я и сказала. Для деструктивных товарищей. Человек находится под иллюзиями, что он в скором времени получит то, за что заплачено. Практикам, причем не одному. Думает, что сейчас вот-вот попрет, защиты выставлял, хочет действовать, но на самом деле человека вкидывают в понимание того, что в себе разберись, узнай, кто ты, а потом что-то требует этого пространства, мира и Вселенной в целом. Человек деструктивный, работаете по менталу, новое что-то хотите пробовать в этом поприще, возможно, на кого-то воздействовать и считаете, что это вам принесет счастье, стабильность, успех. И все у вас получится, и научили вас правильным вещам.
А вот и хрен вам. Вот и хрен вам. Растет в огородах такой, знаете, овощ. Или растение, что оно там. Ну так вот, короче говоря, вот весь хрен Украины это вам. Вот так вот. По рабочим моментам, девочки, мальчики, уходите от определенных обстоятельств, причем здесь два человека, два мужика замешано. Возможно, защищались от какого-то. Кто-то хотел к вам по чакрам, да, допустим, по нижним центрам привязаться, уходите от этого. Если рабочие моменты, здесь вам приходилось отстаивать свои позиции, давайте скажем так, то есть пробивать свои проекты, доказывать, что это лучше, что это правильнее, но вы как-то отошли от этого, поняли, что свет находится внутри вас, и искать его извне нигде не стоит. Убрали все эти лишние фантазии и перешли к конкретному простраиванию своих новых планов, идей и то, как вы это будете воплощать в дальнейшем. Вот этим вы будете заняты на полнолуние. По отношениям. Здесь есть отчасти уход от иллюзий, фантазий по поводу, возможно, даже двух каких-то королей у кого-то. Знаете, здесь идет информация, как будто вот у девушки парни на себя переворачиваете. Кто-то выбирал между двоих, понял, что фу на это все, короче, я сам себе датый друг. Вот. Бросил все эти каверзные мысли и ушел в те дела, которые приносят вам счастье. Здесь простройка новых планов на вашем внутреннем состоянии, понимаете, вы обращены больше вовнутрь. Вы сейчас будете выбирать только то, что вам приносит счастье. Это если коротко. Фух, понимаете? Чувство вины. У кого-то есть чувство вины, может, я же говорю, выбирали между двумя, да, и как бы никого обидеть не хотели и ушли и вообще в себя. Сказали, вернусь не скоро, мне надо подумать. Как пример, опять же, такие ситуации реально может быть и больше. Кто-то уходит, в себе поковырялись, переходите к активным действиям. Кто-то уходит от короля в новые начинания, начинает новые отношения, да, от какого-то. Мальчики, у вас это и друг может быть, и девочка на таких вибрациях, ну, на мужских энергиях ехать. Ну, то есть, понимаете, да? Конкретика это уже на личных раскладах. Во всяком случае, сейчас я постаралась вам по максимуму с разных сторон, да, осветить данную ситуацию. Так, полнолуние. Предки рода помогают, причем очень активно в вашей ритуалике. И я вам хочу сказать, для деструктивщиков будут обращаться за помощью не к одному мастеру. Защиты простраивать, на полнолуние простраивали и ждут, когда запустятся. Для деструктивщиков запустятся ли ваши защиты? Ну, фамильяры через огонь ставили. Успокоились, что вы под защитами, что вам шабаш помог. Свечами работали, хорошо, а по факту ездили к кому-то, к женщине. Свечами работала. Ну, короче, не все здесь карты. Есть страхи изгоняли свои, новые знания получали. Чистились. Чистка, защита. Ага. Пробит финансовый канал. Чистили себя. Гордыни, дофигища. Кладбищенские работы тоже были на полнолуние прям.
Так вот, деструктивщики, не будет у вас никакой уверенности в завтрашнем дне. Даже в том, что вы... Короче, захлебнетесь вы в своих страхах. Вы теперь будете тем персонажем, которого будут лошить все, кого не лень. Вся вселенная будет с вас сбивать спесь. Какими методами? Уж посмотрите в зеркало и узнайте, до какой степени вы, пардон, охуели к этому моменту. Для всех адекватных род вам помогает, причем не одна энергия родовая в вашей ритуалике. И помогала, и помогать будет. Защита, охранцы стоят, причем серьезная. И еще такой момент, деструктивные персонажи, которые ломали судьбы, рушили семьи, а теперь пытаются перевернуть вот это на себя, ребята, хрен всей страны вам на плечи. Я вам серьезно говорю. Вот тут вы вот не угадали с моим каналом. Еще и ожидайте сюрприз по завершению вашего просмотра. Тут такое не прокатывает. У меня определенные программы на все это стоят. Не думайте, что вы просто посмотрели ролик и просто посмотрели ролик. Просто так ничего не бывает. Что-то мне так захотелось сказать, потому что чувствую, через определенное время на этот ролик притянутся определенные каверзные личности, желающие найти для себя подсказки. Ни хрена вам не будет хорошего. Никогда. Закончились те времена, когда вы могли всю жизнь делать деструктив, потом в следующем воплощении еще 15 этих воплощений отрабатывать, ваш род это отрабатывал. Нет, ребята, сейчас все здесь по месту решаются эти вопросы. Насрал, подбирать будешь именно ты. И это факт. Чем больше насрано, тем больше ты будешь занят вымыванием своего же деяния. Вот что-то так мне захотелось, да, вот на стихии огня вот эту лирику запустить. Ой, вообще не знаю. Ну, значит, так надо. Так, ребята, полнолуние, поехали. Оу. Так, считываю сразу для адекватных. Проклятия, насылаемые на вас, полностью обнуляются. Еще даже до вашего пространства не доходят. По поводу ваших защит все отлично. На вашей защите стоит мир мертвых. Переклады, подсосы, подкачки, стяги, все это сразу же обрубается, и человек получает по голове. Моментально, прям, ну, вот реально, только подумал бедолага вам сделать какое-то говно, вселенная уже начинает ему там, я не знаю, кипяток на пальчики лить, да, ну, как пример я говорю, и, ну, ты подумай, стоит ли. Ну, ребят, да, атаки на вас будут идти, но я вам хочу сказать, по этой позиции люди идут на других вибрациях, и вы в другом измерении, и все. Вы знаете, что после Астары мир разделился на два, ну, на два мира, грубо говоря. И да, нужно было задолго до этого дня, до этих лет, до 2020 года, до 2021 года определиться, особенно вот в этот период 20-21, вот все это закончилось в эту Астару, нужно было определиться, с кем ты, на какой-то стороне. Вот вы в другом измерении. О всех атаках на вас вы получаете сразу предупреждение от ваших предков. У вас идет новая жизнь. Все. Дайте пространству время, дайте время себе. Вы люди, которые будут вести других, вы практики. У вас будет и новая жизнь, и благополучие, причем Вселенная сама позаботится о вашем будущем. Вы просто в своем темпе двигайтесь дальше. Для деструктивных персонажей все, что вы заказывали из проклятий, на кого бы то ни было, обнулено. Причем обнулено
теми же силами, к которым вы обращались. Не тянете вы общение с ними. Ну, вы никто для них, понимаете? Вы просто жратва и пушечное мясо. По поводу того, что вы хотите кому-то проблемы принести с помощью черной магии и влияния на их волеизъявление, вы потерпите разочарование и тут же откат, и еще и обраты отхватите, и по полной программе. И вместо того, что вы ожидаете, что человеку будет плохо, вы получите новости в свое время, что этот человек поднялся на такие высоты, до которых вам, извините меня, еще срать и мазать ни одно воплощение. Вот так вот. Здесь все кратко и лаконично, в принципе. Больше, здесь я потоки вижу дальше, но здесь больше потоки для людей, которые в другом измерении. Да, я понимаю, что вам может казаться, что, мать твою, что происходит, но на самом деле происходит все то, что должно происходить. Это новый мир. Давайте я вот так скажу вам. Это новый мир. Я же сказала, сама Вселенная о вашем достатке, о ваших благах, о вашей защите позаботится. Идите своим путем. Сотрудничайте с новыми людьми, пожалуйста. Принимайте новые предложения. Вы маг. Здесь ведьмы, ведьмаки меня смотрят. Вас будут окружать те люди, которые схожи с вами по вибрациям. Свой период... Определенный период, это еще не конец, разумеется, но определенный период трансформаций, уроков, выявления причины следственных связей вы прошли. Осознание, что такое причина следствия воздаяния, понимаете? Здесь, конечно, вот реально мир разделился. Вот у меня и по потокам идет разделение уже несколько месяцев, да. Так конкретно, вот реально конкретно. И я все время говорила, что и так идет. Да потому что мир делится на две части. Вот и все, ребят. И я вам хочу сказать, знаете, что самое интересное и забавное? Что те, кто в деструктивных энергиях и на низких вибрациях, вам уже никогда не перейти в новое измерение. Вы останетесь в старом, да, вы будете отработки свои проходить, свои задачи решать. Но я даже не уверена, в следующем ли воплощении дадут ли вам его это раз. И выйдете ли вы в нем, даже если его дадут, в новый мир. Вот не факт. Вот реально не факт. А ваши потомки, ваши дети, дети их детей, вам кажется, это все так далеко, оно не рядом со мной. Но поверьте, смерть это только начало. Вы очень удивитесь тому, что вас ожидает по ту сторону занавески вот этой, да, которая называется физический мир. Приколов будет очень много. И поверьте мне, вас заставят пройти ой как очень много чего. Для того, чтобы и помогать своему роду, и вытаскивать его, и защищать, и оберегать от таких же дебилов, извините, как вы, которые... Вот просто вы будете оттуда наблюдать, как ваше поколение будут разрывать нечисть, демоны, подселы, все это говно. И будете учиться и делать выводы, как вы прожили свое воплощение и какие нужно разрулить теперь кармические узлы, но только в том мире, в котором вы будете находиться. Так что как-то вот так на стихии огня реально у нас сегодня очень много лирических отступлений, но в одном из вариантов пространства я вижу, что именно на эту позицию притянется одна, потом скажет второй из моих недоброжелателей. Я прям вижу, что один из вариантов на такое возможно, и почему-то эта информация, да, девочки, персонально к вам. Привет отдельной Лене и Оксане. Это все для вас. У вас все только начинается. Вы сами сделали тот выбор, который сделали в свое время. Ну а всем остальным я
Прошу вас оставлять комментарии. Переходите, кстати, на мой телеграм-канал. Там все медленно, но уверенно движется. Еще напоминаю, что в описании под видео, теперь под каждым, можете найти ссылку на мой ТикТок. Там у меня будут и уже есть прогноз на каждый день, короче говоря. Ну вот кому интересно. Кому интересно, там свериться со своим радаром, да, подойдет, не подойдет, дело десятое. Но захотите, заходите, подписывайтесь, ознакомливайтесь, как и на мой канал в Телеграме, так и на канал или что оно там в ТикТоке. Короче говоря, ребятки, жду от вас обратной связи. И по поводу раскладов тоже, как у вас и что срезонировало. Кто переживает, стесняется, можете писать в личку. Вот. Единственный момент, ребят, я, конечно, постараюсь каждому, ну, это написать. Есть много отзывов у меня, хотя вот каждому, знаете, вот лишний раз человека тоже деребанить неохота, когда там уже время какое-то прошло. Пожалуйста, когда пишете отзыв, напишите мне, могу ли я его использовать в социальных сетях, да, как пример. Естественно, я и аватарку, и номер телефона, все это, ну, перечеркну, короче говоря, ничего этого видно не будет во всеобщем доступе, но по сообщению, я думаю, ваш почерк никто не узнает, правда? Ну, на этом я с вами уже точно буду прощаться, и, как всегда, желаю вам добра этого мира, ребят, пока-пока.